Привет, я Таня. Сегодня покажу вам свои обычные выходные. Будет много танцев, новое место в Петербурге, прогулка по Исуповскому дворцу и все, что успело произойти за эти выходные. Кстати, серый топ, который был на первых кадрах и которым потом буду танцевать, я связала сама. Танцы закончились, сегодня учили очень нежную хореографию, у меня она почему-то ассоциировалась с какими-то феечками. Не знаю почему, но у меня именно такое настроение было. После тренировки мы договорились встретиться с Егором и пойти на ужин в House of Jade. Мы там еще ни разу не были, но я давно видела красивые фотографии и много хороших отзывов. Так что очень хотелось наконец посмотреть, что же это за место. Мы долго не могли определиться, где же нам сесть, и девушка предлагала нам разные варианты. На втором этаже, кстати, очень уютно и даже несколько камерно. Мне захотелось стол с видом вот на эту барную стойку. Сначала мы выбрали столик слева вот здесь, но там было душно из-за кухни и в целом погоды на улице. Ура, мы дождались наши блюда. Они, возможно, не очень эстетично выглядят. У меня очень острая стеклянная лапша с фаршем. Ну, что-то такое домашнее, как будто бы. Я так дома иногда делаю. Лепешка с луком, а чай холодный, кстати, был вкусный. И у Егора свинина с рисом. Ему понравилось, и цены достаточно бюджетные. Пойдем гулять. Пойдем гулять. Ой, ой. Ты мой молодец. Да. Вот так вот. Первый этаж. Рис, очень тянешь. Сегодня выступаю и опаздываю, как обычно. Вот такой у нас макияж. Пока что такой аутфит. Надеюсь, Егор успеет и снимет хотя бы чуть-чуть моего выступления. Обещаю, это последний резкий переход. Мы пришли в Исуповский дворец. На входе нам дали вот такие наушники для аудиогида. Аудиогид пока что нам не дали. Ждем нашего экскурсовода и будем искать вдохновение. Обычно мы посещаем музеи и выставки, когда погода плохая. Сегодня очень-очень жарко, и мне ничего не приходило в голову, куда нам пойти. И я решила, что пора посетить снова Исуповский дворец. Я помню, что мне это очень понравилось, когда я была маленькой. Уже в парадной нас встретила огромная люстра. Я вообще обожаю такие детали. Вот эту лепнину, высокие потолки и как солнечный свет подчеркивает все это убранство.
Я никогда не задумывалась, посещая подобные дворцы, но оказалось, что все комнаты открыты для гостей. По сути, проходя по дворцу, они постепенно знакомились с жизнью семьи и могли увидеть самые красивые интерьеры. Все спальни были на показ. Самое интересное, что каждая комната оформлена совершенно по-разному. Где-то встречается классицизм, где-то барокко, потом эклектика, а дальше вообще турецкая гостиная и такая же библиотека. Я даже спросила экскурсовода, почему так. Она рассказала, что дворец обустраивали постепенно, менялись владельцы, менялась мода, эпоха, и поэтому дворец получился настолько разным. Наш прекрасный экскурсовод ведет нас в собственный театр Юсуповых. Они устраивали спектакли для семьи и гостей. Даже в настоящее время здесь проходят спектакли. Мне бы очень хотелось туда попасть. А вот эта самая турецкая гостиная, она, кстати, не нравилась младшему Юсупову и вообще нижняя часть дворца. Он считал эти интерьеры слишком вычурными и предпочитал более спокойный стиль. После экскурсии я поехала на встречу с подругой на второй день открытия нового пространства ЮИ. Этот проект они назвали Домом культуры и отдыха. Открылся в том самом кубе на Петроградской, где раньше находилась Футура. Помню, когда объявили о закрытии прошлого проекта, многим было очень грустно. Мне тем более. У меня было много воспоминаний, связанных с этим местом. Где же мой брокколи? Это мои брокколи? Да, это мои брокколи. Спасибо. Спасибо. В этот раз у ЮИ совсем другая концепция. У многих они ассоциируются с роллами и азиатской кухней на Петроградской стороне. Здесь в основном сделали ставку на более понятные и знакомые вкусы из Азии. Мы были здесь всего на второй день после открытия, оно было в техническом режиме. Понятно, что не без всяких погрешностей. У меня вот была очень пересоленная котлета, передо мной много раз извинились, я все понимаю. В целом было вкусно, остальные блюда мне понравились. Как у мамы дома. Отдельно хочется отметить обновление интерьера. Сам куб полностью перекрасили в белый цвет, добавили много дерева, и пространство стало сразу намного теплее и уютнее. Мне кажется, получилось совсем другое настроение, но место при этом не потеряло свою атмосферу, которая была там раньше. Спасибо большое вам за просмотр. Искренне обнимаю. Надеюсь, вам понравилось это видео. Это огонечки для вас. Подписывайтесь, если понравилось.